корпоратизм и мафиократия. 93 год. Резиденция президента. Карло Менем заключил пакт с Альфонсин о перевыборах в обмен на конституционные реформы, которые включали в себя новые законодательные акты и дополнительного сенатора для партии радикалов. Оливас-пакт или двупартийный пакт подписан без консультаций или дебатов за спинами граждан, чтобы гарантировать преемственность модели. 94 год. Национальная конституционная конвенция. Менем, который подписал более чем 300 декретов, что в 10 раз больше, чем за всю историю Аргентины, узаконивает эту реформу. Партиям ничего не осталось предложить. Радикализм и неоперанизм потеряли свою суть. Они становятся организациями для раздачи публичных должностей. Объединение профессионалов без какой-либо идеологии, что поразило почти все политические партии, чья лояльность распространилась только на их собственные привилегии. Всеобщая конфедерация труда. Некогда сильный профсоюз рабочих, Всеобщая конфедерация труда, сейчас является призраком самого себя. Его рьяные связи с Менемом окончательно отогнали рабочих. Доминго Петрака и генеральный секретарь профсоюза Родольфо Дайер. Вот так они и обнимались друг с другом. Профсоюзные шишки, предавшие рабочих и сколотившие личный капитал. Верховный суд. Суд безнаказанности. Ни один суд не был так раскритикован и подвергнут сомнениям, как суд в эру Менема. Доктор Луис Рамирес, трудовой адвокат. Аргентинское общество винит Верховный суд за его роль в мафиозном пакте безнаказанности, установленном в стране в 90-е. Его винят за разрешение и узаконивание продажи корпораций, принадлежащих государству, по немыслимым ценам, за лишение пенсионеров прав, лишение рабочих их прав и, наконец, за реабилитацию политических деятелей, которые совершали нарушения, находясь на государственной службе. За десяток лет ни один из важных чиновников, совершивших преступления против государства, не был осужден. 1995. Второй срок правления Менема. Защищенный коррумпированными судьями, пагубный союз политиков и профсоюзных лидеров с большим бизнесом объединил мафиократию. Кардинал Антонио Куарассино.
Джентльмены, это нелегкая задача — управлять страной, особенно в такие тяжелые и сложные времена, когда такие понятия, как «родина», общественная польза, этика, уважение других и социальная дружба так разрушены и дискредитированы. Что имею? У меня 7 детей. Нет работы. У меня нет ничего. Ни матраса, ни одеяла. Мы полностью нищие. Зайдите в мою лачугу. Зайдите. Посмотрите, как я живу. Все промокло. Никто нам не помогает. Они, наверное, думают, что мы собаки. Мы и наши дети. Я никогда не получала помощи. У меня ни на что нет прав. Мне ничего не платят. Я даю своим младшим немного вареного маиса или вареного риса. У меня ничего нет. Это правда. У меня нет способа получить другое жилье. Они обещали. Они записали мое имя, и это все. То же самое касается других. Мариэла, зайди, посмотри. Моя сестра говорит мне: иди к врачу, ты нездорова, ты такая тощая. И я не могу больше это выносить. Это невыносимо. Нет никакой работы. И я не могу кормить мою малышку. И это вызывает боль. Она спрашивает, когда мы будем есть. А ничего нет. Ребенок не может этого понять. Но приходится говорить правду. Мне больно, когда я говорю, что у меня ничего нет. Но это так. Мафиократия. Мафиократия объединяет бизнесменов, политиков и судей, торговцев и чиновников, профсоюзных лидеров и медиамагнатов. Их соучастие было под стать их лицемерию. Алисия Карио, депутат. Комиссия по отмыванию денег показала, как грязные деньги от наркотиков и коррупции уходили из Аргентины через фиктивные компании, расположенные в основном в Уругвае, откуда они перенаправлялись в посреднические банки США или в Швейцарию. Отмывание денег. Мы получили сведения о Citibank, Credit Suisse, Trainers Bank, JP Morgan. Аргентина была центром их незаконных операций через Citibank, Банко Република и Федеральный банк Монет. Рауль Монетта, банкир Менема. Густаво Хутьеррес, депутат Демпартии. Монетта владел 60% масс-медиа в Аргентине. Это кабельные каналы: Телефоника, Azul Television, Radio Continental, Editorial Atlantida, Tornios y Competencias, провинциальные кабельные станции, Cablevision. Он был также самым крупным держателем акций Телефоника Аргентина и вдобавок ко всему имеющий связи в политической власти и Верховном суде. Тот же Верховный суд, который разрешил, чтобы телефонные тарифы были изменены в пользу Франстелеком и Телефоника, защитив их от международной конкуренции. Любопытно, оказывается, что сотрудник Верховного суда, родственник жены адвоката Монетты, получил $800 тысяч и перевел их в Ситибанк Нью-Йорка. Какова общая оценка откатов, связанных с приватизацией? В пределах от 5 до 10 миллиардов долларов. И кто преступники? В основном Кавало, Менем и Кохан за последние 10 лет. А по отмыванию денег — Банко Генерал де Негоциос. Мы также раскрыли откаты, выплаченные в период правительства Альфонсин, в основном в Центральный банк, от BCCI, банка, который отмывал деньги от наркоторговли, который также финансировал 80% компании Менема. Это определенное соучастие политического класса, наркоторговцев и стимулирование оттока капитала. Откаты.
Разграбление государственных средств через дивиденды и завышение процентной ставки являлось нормой для правительственных соглашений. Свыше 20% правительственных инвестиций оценены как исчезнувшие в комиссиях. Министр Манзано сказал, ссылаясь на президента: «Я краду для короны». Rolling Stones. Основным источником коррупции была ПАМИ – Организация страхования здоровья пенсионеров. Система незаконных контрактов, заключенных с компаниями, принадлежащими чиновникам, продолжала работать при различных правительствах. Памятник коррупции. Плотина Ясирета. Ясирета – одна из самых больших земляных плотин в мире, с водоудерживающей дамбой на реке Паран длиной 67 километров. Это огромная строительная площадка, финансируемая аргентинцами, кормила взяточнический фонд государства еще со времен диктатуры. Как действовала коррупция на плотине Ясирета? Инженер Рикардо Дионисио. Переоценка затрат, запаздывание плана работ. Сегодня стройка до сих пор еще не закончена и все еще порождает затраты. Они уже достигли 13 миллиардов долларов, и мы до сих пор не знаем, когда это закончится. Переоценка в 5 раз. Я приведу пример. В 1985-м был перерасчет стоимости, оцененный в 30 миллионов долларов, что было представлено несколько раз Всемирному банку и Международному американскому банку развития. Это было окончательно подписано в 1989-м на 180 миллионов долларов. Многие одобрили это, некоторые нет. За это они были исключены из Ясирета аудиторами. Вы один из них? Да. А кто возглавлял аудиторскую фирму? Сеньор Каритони. Он был организатором предвыборной кампании Альфонсино, а затем и Ангелоза. Член Конституционной ассамблеи? Да, по реформе Конституции в 1994-м. Сеньор Каритони владел ведущей аудиторской фирмой в Аргентине и был тестем босса строительной компании. Повторите это еще раз. Сеньор Каритони был тестем сеньора Риссо. Значит, глава аудиторского кабинета, который должен был контролировать цены, дату завершения и техническое качество, был тестем строителя? Так точно. Контрабанда оружия. Адвокат Монер Санс. Мы посылали оружие в Эквадор, который воевал с Перу, в то время как Аргентина гарантировала перемирие между этими двумя странами. Мы также посылали оружие в Хорватию и Боснию, нарушая постановление ООН. Вовлечены были военные заводы, высшее армейское руководство, завод Рио Терцеро, через который проходила большая часть оружия, поступающая с севера, беспошлинной зоны. Чем это закончилось? Завод Рио Терцеро был взорван, 7 человек погибли. Как только я начал процесс в марте 1995-го, они попытались уничтожить все следы взрыва, все документы, ведомости, отпечатки пальцев. Все, что могло бы доказать, что это не был несчастный случай, а запланированный акт, чтобы скрыть их преступление. Кто был частью этого заговора? Его лидером был экс-президент республики Карлос Менем, но и многие другие тоже были причастны. Произошло много других подозрительных событий. Суициды, смерти в результате несчастных случаев. Вертолет разбился напротив гоночной трассы на поле для игры в поло, вызвав смерть ключевой фигуры, генерала Андреоли.
Суицид с нечистой рукой капитана Эстрада, который участвовал в группах террора в самые тяжелые часы для страны. Сегодня вопрос должен быть прояснен. Где деньги, которые они украли? Карлос Менем, его шурин Эмир Жома, Кавалло и другие, вовлеченные в торговлю оружием, были арестованы. Но Верховный суд освободил их. Эти нарушения затронули руководителей всех уровней. Министры, судьи, высшие чиновники были привлечены в суды за коррупцию. Неоперонисты Альберто Кохан, Герардо Софович, Хуан Карлос Агдеретти, Матильде Менандес, Мария Джулия Алсогарей, Карлос Гроссо, Клаудиа Белло, Триака, Дадони, Грисанти, Амира и Амир Жома, Вико и Спандоне, государственные служащие радикалов, Дель Конте, Мазорино и многие другие, кандидаты в президенты, Ангелос и Массачеси. Я возглавлю борьбу против коррупции. Все судебные дела были прекращены. Прокурор Пабло Ланусси. Угрозы касались бизнеса экспорта золота с фальшивыми финансовыми отчетами. Золотая мафия. Если вы не хотите проблем, незаконный наркотрафик. Держись подальше оттуда, они резанули меня по руке. Таможенники параллели. В годы правления Менема мафиози процветали при связанном обязательствами правительстве и процветает до сих пор. Полицейская мафия Буэнос-Айреса. Среди их деяний похищение с вымогательством, убийство, дело Национального банка IBM, угоны машин, насильственные смерти, подстроенные аварии и необъяснимые суициды. Предательство Альянса. В Аргентине мафиозные организации поддерживали кампанию Альянса в обещаниях создать новые рабочие места и бороться с коррупцией, но без изменения экономической модели или внешнего долга. Состоящие из радикальной партии и левоцентристских партий, они обещают заняться расследованием чиновничества, но игнорируют коррумпированную приватизацию и финансовые хищения. Лидеры Фрепасо Карлос Альварес и Грасиела Мейхиде. Удачи вам! Команда Фернандо де ла Руа и Карлоса Альвареса побеждает кандидата неоперонистов Эдуардо Дуальде. Новое правительство продолжает политику Международного валютного фонда по деградации страны. Да здравствует де ла Руа! Не разочаровывай нас! Еще раз, мандат избирателей не оправдал надежд. Зарплаты государственных служащих снижены, а налоги возросли. В Испании де ла Руа предлагает продлить договор концессии богатейших газовых залежей Аргентины Лома де ла Лата с нефтяной компанией Репсол. Стоящие 50 миллиардов долларов, они противозаконно отданы за 300 миллионов долларов. Сенат. Поправки к трудовому законодательству. Правительство подкупает Сенат, чтобы они приняли сомнительный закон о труде. Вице-президент Альварес не подвергает сомнению закон, но хочет расследования взяточничества. Тем самым я безвозвратно ухожу в отставку, как вице-президент нации, чтобы не вредить президенту и не ставить под удар наше общество. Альварес покидает своих избирателей и прилагает усилия для возвращения Кавалло. Назначенный снова как суперминистр, Кавалло перезаключает договор о долге. Эта операция, окрещенная мегаобменом, еще одно надувательство, которое обошлось в стране в 55 миллиардов долларов. Аргентинское чудо привело к социальной катастрофе. План Кавалло уничтожил средний класс, сделав богатых богаче, а бедных беднее.
60% богатств оказалось в руках 10% богачей. Люди страдают. Люди голодные. Мы не партизаны. Де ла Руа склоняется к репрессиям. 2 безработных молодых людей убиты в Корриентес во время очистки моста от протестующих. 3 манифестанта расстреляны в Салто и Хухуе. Никогда ранее не избирался президент, вызвавший столь много смертей за такой короткий промежуток времени.